Одна и та же методика – бережливое производство. В Японии она сделала Toyota мировым лидером автопрома. В России от нее остается желтая разметка на полу цехов, которую подкрашивают раз в полгода перед приездом проверяющих, и цветные стенды с презентациями в кабинетах топ-менеджмента. 2004 год. Меня отправили учиться бережливому производству. 5 дней, лучшие преподаватели, видеозаписи с японских заводов, карты потоков создания ценностей, 5S, Кайдзен, Kanban, СМЭД. Я делал заметки, впечатлился искренне, вернулся, запустил проект, команда из 8 человек, начали внедрять 5S, порядок на рабочих местах. Нарисовали круги на полу, квадраты, разместили инструменты, повесили доску предложений. Потом карты потока, потом кружки Кайдзен. Через 3 месяца я прошел по цеху, круги на полу полустертые, инструмента там нет, доска предложений пустая, инструмент лежит где попало. Кружки Кайдзен не собирались уже 2 месяца. От нашего лина осталась только видимость. Ритуал без смысла. Я тогда подумал, может мы что-то неправильно сделали? Может нужно было начать с чего-то другого? И вот сейчас прошло 22 года. Я видел это в десятках компаний. И теперь я точно знаю ответ. Проблема не в Lean. Lean – это великая философия. Проблема в том, куда и зачем его внедряют. Сегодня я разберу 3 вещи. Первое, почему Toyota Production System изменила мир. Это нужно понимать, чтобы относиться к Lean с уважением, которого он заслуживает. Второе, почему в России Lean сводится к ритуалу и цветным длинным доскам на стенах в производстве и кабинетах топ-менеджмента. Конкретные причины без осуждения и критики. И третье, где реальное место Lean в архитектуре управления. Когда он дает взрывной эффект, а когда только красивые стенды. Если вы думаете внедрять Lean, уже внедряете или уже разочаровались, этот ролик для вас. В 1950-х годах на заводах Toyota в Японии родилась эта система, которая действительно изменила промышленный мир. Toyota Production Systems, TPS, бережливое производство, Lean – это была не просто методика, это была философия. 3 принципа в основе. Первый – уважение, доверие к людям. Рабочий на заводе Toyota не рычаг для выжимания результатов. Он главный источник идей по улучшению. Его мнение важно, его опыт ценится, его уважают. Второй – непрерывное улучшение, кайдзен. Каждый день чуть лучше, чем вчера. Не революция, а эволюция. Системная, терпеливая, каждодневная. Третье – устранение потерь. Все, что не добавляет ценности продукту, это потеря. Лишние движения, ожидания, перепроизводство, дефекты, лишние запасы. Все это стоит лишних денег и нужно их устранять. Эта система работала. Toyota стала мировым лидером автопрома. Lean начали изучать и внедрять по всему миру. В 90-х в США, в 2000-х в Европе и России. И вот здесь начинается наша история внедрения Lean в России. Как Lean стал ритуалом в России? В России Lean пришел в 2 волнах. Первая волна в начале 2000-х. Консультанты приезжали, учили, показывали. Компании внедряли с энтузиазмом. Рисовали разметки, вешали доски. Проходило полгода, часто ничего не оставалось от внедрения. Вторая волна – государственные компании. Росатом в 2009 году создал производственную систему Росатом ПСР на основе TPS. Мощно, с масштабом, с бюджетом. Потом производственная система Роскосмос, производственная система Сибур и десятки других аббревиатур и внедрений в госкомпаниях и крупных частных компаниях. Выглядело это так. Спускается директива, внедряем производственную систему. Создаются департаменты, пишутся документы, вешаются материалы на стенды, проводятся конкурсы лучше по профессии. Красивые презентации для головной компании, бюджет освоен, отчет сдан, все молодцы, а в цехах ничего не меняется. Люди имитируют активность, потому что так надо. Настоящие проблемы, стыки между подразделениями, разрывы в планировании, разрыв между операционкой и финансом остаются нетронутыми. Я работал с предприятием, входящих в одну из крупных государственных корпораций. Перед приездом проверяющих из головной компании за одну ночь рисовали разметку. Клеили цветные стенды, заполняли журналы предложений. Проверяющие приходили, принимали увиденное как достижение, радовались от цветных картинок и ярких желтых линий в цехах. Через день после отъезда начальства все эти плакаты висели до их следующего приезда через полгода. И только перед их приездом вешали новые веселые картинки об успехах внедрения Lean и снова красили желтую разметку в цехах. И так по кругу. Это я называю эффектом снежной пыли. Вроде идет снег, а сугробов нет. Красивая картинка при полном отсутствии результата. Почему это происходит так, это не вина методов Lean.
Lean– это великий инструмент. Я сам его использую и очень уважаю. Проблема не в Lean, проблема в том, куда и в каком порядке его внедряли. Первая причина провала– это культура не переносится, не вносится директивой, как у нас это часто делают в России. Toyota строила TPS 40 лет. 40 лет каждодневной работы с людьми, с их убеждениями, с их отношением к труду. Культуру нельзя ввести приказом и указаниями. Нельзя повесить на стенд и сказать: теперь у нас уважение к людям и непрерывное улучшение теперь польется рекой. Это так не работает. Вторая причина. Lean работает на уровне цеха. Он отлично убирает потери внутри операции, уменьшает время переналадки, улучшает организацию рабочего места. Это его зона использования. Но Lean не решает проблему стыков между подразделениями. Он не синхронизирует продажи с производством. Он не связывает операционку с финансами. Он не решает вопрос несогласованного планирования. Можно идеально убрать инструмент на рабочем месте токаря. Но если закупки не знают плана производства, если продажи обещают нереальные сроки, если финансы считают среднюю температуру по больнице, деньги продолжают утекать. Lean на это никак не повлияет. Третья причина. Внедряли не в то время. Lean внедряли в компании, где не было базовой архитектуры управления компанией, где продажи и производство не синхронизированы, где нет нормального планирования, где финансы живут отдельно от операционки. В такой ситуации Lean – это украшение на тонущем корабле, красивое, но бесполезное. Где же реальное место Lean в архитектуре вашей компании? Давайте посмотрим на архитектуру бизнеса как на производство сложного изделия. Есть уровень нулевой – рама. Это стратегия, зачем компания существует, для какого клиента и с какой целью. Есть уровни 1 и 2, это сборочные единицы. Крупные блоки – это продажи, производство, закупки, логистика, финансы. И самое важное – стыки между ними. Есть уровни 3 и 4, это детали, это конкретные функции, отделы, люди, зоны ответственности. И есть уровни 5-8, это операции. Движение рабочего, инструмент на столе, как лежит, время переналадки, поток создания ценности. Вот именно здесь, на уровнях 5-8, и работает Lean. Это его территория действия. И на своей территории он гениален и дает великолепный результат. Здесь Lean и надо внедрять. Когда первые 4 уровня выстроены, работают, когда есть стратегия, когда синхронизированы продажи и производство, когда нормально работает планирование, когда финансы привязаны к операционке, тогда Lean дает взрывной эффект. Потому что вы убираете потери не в вакууме, а в работающей системе. Каждый процент снижения потерь сразу отражается в деньгах и в сроках. Но если архитектуры управления у вашей компании нет, если уровни 0-4 не выстроены, Lean превращается в ритуал и снежную пыль, как рассказывал ранее. Вы будете идеально наводить порядок на тонущем корабле, с рулеткой и маркером измерять, где у иллюминатора вода прибыла быстрее. Японцы строили TPS 40 лет, с уважением и доверием к своим людям, с терпением, с пониманием, что культура – это не цветной стенд в цехе и презентация на стенах в кабинетах. Мы пытались это повторить за полгода, директивно, с нарисованными кружочками на полу. Я не смеюсь над этим, я через это проходил сам и понял, дело не в плохих людях и не в плохом инструменте. Lean не виноват в том, что его превратили в показуху. Виноват подход, внедрять инструмент без понимания, на каком этапе он нужен компании и зачем он вообще нужен. Это грубая ошибка менеджмента. Не надо вешать люстру в доме без стен. Сначала фундамент, стены, крыша, а это архитектура управления компанией. Потом люстра. И тогда она будет освещать то, что нужно. Смотрите мой плейлист про главный фундамент управления компанией, ссылка вверху на экране. Напишите в комментариях, вы внедряли Lean, что получилось, честно, без прикрас. Интересно сравнивать опыт. Если хотите разобраться, в каком состоянии ваши уровни 0 и 4, напишите мне в Telegram слово «разбор». Я покажу, где у вас архитектура управления работает и какие части барахлят, где пустота, в которую уходят деньги от внедрения инструментов наподобие Lean. В следующем ролике проектное управление PMBOK. Гениальная методология для проектов, которая убивает текучку, когда ее применяют не там. Разберем, где PMBOK работает, а где создает хаос. Также провожу полный аудит управленческих процессов в компании. При необходимости проектирую и внедряю архитектуру управления под ваш бизнес. Подписывайтесь на мой YouTube канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Быть сильным руководителем – это ремесло, ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике.